Родилась я 6 декабря 1940 году. Было мне несколько месяцев, мои родители поехали в гости к маминой маме в Орловскую область. Там нас застала война. Папа ушел на фронт, а мы остались в деревне. Было, конечно, очень страшно, потому что попали под бомбежку, не один раз попадали. Были и горели и дома. Было очень страшно. Хоть я была очень маленькая, но где-то с 2 лет, даже раньше, уже начинала понимать, когда бомбежка, и всем говорила «Тиси, Тиси». То есть было очень страшно. Мама рассказывала, что когда начиналась бомбежка, укрыться было негде. Она меня прикрывала просто собой. И в том смысле, что уж если суждено погибнуть, то вдвоем. Домик был небольшой. Жили там мамина мама, еще мамин брат и мамина сестра. Еще был один брат, но он ушел на фронт и пропал без вести. Там мы жили до 46-го года. В марте 46-го года вернулись сюда. Что еще там вспомнить довоенном, вернее, во время войны, какое там детство было? Когда более-менее постарше стало, вырезали все по весне на бугорки, потому что щавель появлялся, какие-то съедобные растения, какие-то ягоды. Было, конечно, очень голодно. Съедали все, что можно было есть. Потом, когда мы с мамой, отец демобилизовался в ноябре 45-го года сюда, в наш Чеховский район теперешний, было село Лопасня, устроился на регенератный завод. Работа была, конечно, тяжелая у него, о ней тоже можно было много рассказывать. А так мы без дела не сидели. Я, конечно, когда еще была маленькая, мне было 6 лет, родилась вторая сестренка. Через 2 года еще одна родилась. Потом, через 2 года еще брат. И через 4 года последняя младшая сестра. У всех у нас были какие-то свои обязанности. Пока еще маленькие, был всегда огород, держали всегда скотину, надо было там где-то травы нарвать, там для поросенка, корову из стада встретить. Гоняла, конечно, в стадо мама сама всегда, потому что это было очень рано. Было трудно со средствами, потому что когда построили домик, потом переехали туда, платили еще и за квартиру, и суду, который отец брал. Мама пыталась как-то работать, несмотря на то, что нас было 5, и всегда была скотина, то есть работы у нее было очень много. Подрастали, были свои обязанности у всех. Кто ходил корову встречать, кто ходил в магазин, кто-то убирался в доме. До тех пор, пока я после школы, после 10 класса, поехала работать. Не стала поступать у нас здесь, в Лопасне, поехала в Подольск. Там 4 года отработала, потом открылся наш мебельный комбинат, приехала, поступила на комбинат работать. В Подольске работала, у меня была профессия металлиста, а здесь в основном я работала там фрезеровщиком. А здесь на мебельном в основном деревообрабатывающее производство. И когда я пришла в отдел кадров, начальник отдела кадров сказала мне:
Я вам не советую менять профессию металлиста на деревообработку, потому что на этих станках обезьяну поучи неделю, она будет работать. А профессия металлиста это все-таки требует много знаний. Вот. Поэтому я пошла работать в ремонтно-механический цех. Вот работала там по металлообработке. А что еще говорить, я не знаю. Да хорошо получилось. Да и здесь как-то тут много еще можно добавить. Ну, про войну можете рассказать, что еще помните? Про войну. Был такой момент, когда уже бои шли в Орле, а наша деревня, где мы жили у бабушки, она недалеко от Орла была. И там от станции было 22 километра. И немцы, то есть уже наступали наши, немцы уже готовились к тому, чтобы покинуть наш вот этот район, деревню, потому что они знали, что здесь уже не удержится. Уже была слышна канонада, и немцы решили сжечь деревню. Всех моих родных, маму, бабушку, и, значит, маминого брата и ее сестру закрыли в погреб. Но там погреба были не такие, как вот, допустим, обычные наши понятия о погребе. А там было, свод погреба был над землей, а все остальное уходило туда в землю. Там были порожки, и вот там все хранилось. Было там всегда холодно, то есть хранили там и молоко, и все там хранилось, не говоря уже про картошку и капусту, и овощи всякие. Вот. Их закрыли в этот погреб, оставили меня. И осталось... Нет, бабушки в погребе не было. Она болела, и ее оставили в избе. А к тому времени, когда немцам уже уходить, наши деревенские уже знали некоторые слова немецкие, и то есть понимали, о чем идет речь. И один ходил, это как потом мне уже рассказывали, я, конечно, это еще не соображала. Один ходил, все это пытался зажечь, дом обложили там снопами соломы, а другой, наоборот, отговаривал его. У тебя тоже, мол, где-то там мама в Германии, оставь в покое эту женщину, потому что, может, кто-то ее пожалеет. Ну, в общем, не получилось у них зажечь дом, срочно пришлось уносить ноги. Ну, вот такой был, конечно, страшный эпизод. Но слава Богу, что обошлось без вот этих пожаров. И особенно вот в нашей деревне, вот здесь, там, как рассказывали взрослые, немцы там не зверствовали. В одной деревне, там они, конечно, боялись партизан, но там они, по-моему, кто-то погиб там от рук фашистов. А так они лояльно себя вели по отношению к жителям. Но в то же время они вырубили все леса, потому что боялись партизан. И вот которые леса сейчас там, даже в детстве, потом, когда уже после войны я уже стала взрослой, стала ездить туда к бабушке, когда она еще была жива, на каникулы, и потом уже когда работать пошла. Леса, конечно, были все молодые, и мы часто ходили там, которые были близко. Еще были окопы не заросшие, и скелеты лежали человеческие. И вот где-то вот в этих, где предполагаемый был этот окоп, конечно, он уже там и обвалилось все, и все это землей поросло, и крупная земляника росла. Вот она сама в рот просилась. Но мы никогда, вот дети, несмотря на то, что любили все ягоды, никогда не собирали вот эту землянику. И для нас было кощунственно положить в рот вот эту красивую сладкую ягоду. Потому что мы не знали, кто там, чьи там останки. Русского, немца. Но все равно было кощунственно что-то такое брать вот с этих
окопов, которые превратились уже в могилы. Там долго еще находились скелеты. И после войны там было очень много всякого военного снаряжения. Был такой случай. Мы, мальчишки деревенские, девчонки, собирали патроны и как бы соревновались, кто больше наберет. А хранить-то особенно где их? Я однажды, вот дядя Коля, мамин брат, увидел патроны и строго-настрого мне приказал выбросить все. А как же я расстанусь с этим богатством? У всех-то вон сколько, а у меня-то ничего не будет. Я взяла и закопала в сухой навоз. Так как лесов не было, топить печку нечем было. Поэтому там топили печки сухим навозом. И я в этот сухой навоз закопала вот эти патроны. Получилось так, что крупных каких-то вот таких кусков уже не было, и оставалась, труха какая-то. Бабушка набрала в корзину вот этот навоз и затопила печь. Но печь не такая, а не русская, не такая, а как бы плита. Была открытая плита. Бабушка села, поставила табуретку, положила на бок ее, села и хотела, высыпала из кошелки навоз. Она, вернее, даже высыпала через верх, потому что здесь неудобно было высыпать. Поставила 2 больших чугуна, потому что тоже скотина какая-то была, надо было воды подогреть. Поставила 2 больших чугуна вот на плиту, опустила вот эти, сняла кружочки и опустила туда. То есть они не сверх плиты стояли. И, в общем, я не знаю, чем она там потом подожгла вот этот огонь, но раздался взрыв, дверца в печке открылась, бабушка то ли от страха, то ли скорее от ударной волны ее опрокинула навзничь, а за ней была через кухню входная дверь в избу. И дверь эта нараспашку открылась. Вот. Конечно, страху было, чугуны эти подскочили, поварились, вода. Может быть, то, что даже хорошо, что залило все это, но страху натерпелись. Я думала, мне потом выдерут как сидорову козу, но мне ничего не досталось. Потому что видели, в каком состоянии я была, и все были напуганы. Шум был или взрыв? А? Шум был или взрыв? Патроны начали взрываться. Патроны начали взрываться. Вот. Поэтому и шум-то такой был. Ну, вот хорошо, я бы, может, потом вода залила вот этот навоз, он тоже перестал. В общем, то ли они вылетели все со взрывной волной. Вот. Ну и не попало мне, правда. Потом был еще такой момент. Это значит, немцы, когда уже отступили, в деревне были наши солдаты. И на постое, я не знаю, может на постое, может просто они зашли, или как там было. Зашли, там несколько человек наших русских солдат. Изба была небольшая. А немцы до того летали на самолетах еще до того, до освобождения деревни, и сбрасывали какие-то, как вот мамы, как рассказывали, барабанчики. И в этих барабанчиках были то какие-то шелковые чулки, то какие-то ленты. Но это, по-видимому, было сделано для того, чтобы как-то привлечь, чтобы собирали вот эти барабанчики. И вот так дядя мой, ему тогда было сколько? Лет 15, наверное, 16, вот так. Нет, меньше даже. Может, лет 14. И он сидел все в избе и ковырял этот ножом, чем там подковырил вот этот барабанчик. Хотел вскрыть, посмотреть, что там есть. И наши солдаты, не говоря про то, что и бабушка, его мама начали ругаться. Выброси, не дай бог, там взрывчатка будет. Он не послушал, вернее, не так, он из избы вышел, ушел на этот погреб, а там лопухи росли, чуть ли не в рост человеческий. Забрался в эти лопухи и сидел, ковырялся с этим барабанчиком. Вдруг раздался взрыв. Все выскочили, думали, что такое, где случилось. Увидели страшную картину. Во-первых, вот эти
И лопухи, ну, их не то что скосило, они повалились. Все Вот. пытается. А может быть, в общем, не знаю, я этого не видела, не знаю. Может быть, и видел, да не помню. Как то, что стоит вот этот мой дядя Коля, мамин брат, все лицо у него в крови, и вместо рук вот висели кожа, там не пойми что было. Вот, оказался этот барабанчик начинен взрывчаткой, и причем с какими-то такими элементами, что ему осколками посекло все лицо дяди. У него всю жизнь были шрамы на лице. И хорошо, что там близко были медики, ну, военные. Обработали ему и лицо, и кисти рук, и он до конца своих дней, ну, то есть тогда не было еще такой медицины, чтобы можно там пальцы приживить или как-то что-то, просто залечили, обрезали там все, что можно Получается, было. полностью без кистей был? Или пальцы какие-то? Ну, у него какие-то обрубки были. А, Обрубки были вместо кистей. Но он как-то вот умудрялся, даже косил, ну, там где-то там какой-то у него, какой-то, по-моему, ну, в общем, как-то умудрялся, косил, дрова рубил. Но так как он не мог уже работать на какой-то, там колхоз уже потом был после войны, не мог работать на какой-то работе, то ему вменили обязанность лесника. И вот он был лесником. То есть смотрел за состоянием леса, уже такого подрастающего. Кому-то полянку там для сена, надо там сено скосить, кому-то там каких-то дровишек набрать. Ну вот, деревня, конечно, жила своей жизнью. Были потом и радостные, и всякие случаи в жизни. А мы, как вот только начиналась весна, и выползали вот на эти... Сначала какие-то, я теперь уже даже не помню, как называются. Но сейчас вот называют это цветочки первоцвета, а их называли раньше баранчики. По-моему, вот их то ли корни, по-моему, добавляют в какие-то лекарства от кашля, что-то в этом роде. Потом еще какие-то были, какие-то кочки, еще мы ели. Потом горчиц, нет, горчица уже позже. Потом щавель. Щавель уже все ползали по пригоркам, потому что это была, можно сказать, главная пища. Щавельные щи. Хорошо, если у кого-то там еще картошка сохранялась. Вот я имею в виду вот, военные годы и послевоенные первые. Было очень голодно. И даже не хватало всем вот такого настоящего щавеля, человеческого, если можно так выразиться. Срывали даже молодой конский щавель. Потом, когда уже то горчица пошла, вот, ну, горчицу я бы, может, я бы, если бы она росла где-то в каких-то таких экологически чистых местах, а у нас тут везде то собак выгуливают, то машины ездят, у нее такой островатый привкус, и мне нравится она до сих пор. Вот, а так, какой-то дикий лук был, раз это рос, мы его тоже все собирали. А уж когда наступало время вот клубнично-земляничное, но клубника не та, что вот выращивают сейчас на огородах, на грядках, а клубничка была, она, ну, тоже дикорастущая. Но у нее были крупные ягодки, и характерно тем, что они еще были зеленоватые, а уже были сладкие на вкус. А земляничка, конечно, душистая. И там собирали ее, там рядом были, деревня стояла на пригорке, внизу текла речка, а за речкой были поля там до следующих деревень. То есть это потом уже стали поля, были луга. И вот на этих лугах собирали, ну, ходили, собирали не то, что со стаканчиком ходили, собирали вот эту земляничку, а там собирали чуть ли не ведрами ее. Вот, было очень много. Ну, все паслись на этих лугах. Потом уже после эти луга распахали, стали поля засеваться. Вот сейчас за коноплю судят, нельзя выращивать. А тогда там были целые поля вот этой конопли. И мы с удовольствием ели вот семена потом, когда уже, ну, как это назвать,
обмолачивали, и вот семена эти мешками стояли. И вот мы брали горстью. Кто там их мыл? Никто. И не протирали даже. Ну, она, конечно, не была на земле. Вот, все равно собирали, и вот ели с удовольствием. Очень вкусное было конопляное масло, а сейчас оно стоит втридорого. И вот всегда, конечно, несмотря на вот эти трудности, вот воспоминания из детства, вот наша какая-то непосредственность, мальчишки, девчонки, бегали мы там и боссами, и не было порой и обуть, и одеть, а какие-то мы были все здоровыми, не болели. То ли мы вообще ничего другой жизни не знали, нам все казалось нормальным. Бегали до посинения, купались в речке, а в этой речке было много этих ключей, поэтому вода была холодная. А уж откуда воду брали, конечно, тяжело было зимой особенно спускаться вот с горки и вниз, за водой, за питьевой. Ну, не то, что за питьевой, там другой-то не было, только в речке. Вот, и пьешь было эту воду, и скулы сводит от этого, от холода. Очень была холодная вода, но такая, что зато, мне кажется, чище ее я никогда и не пила, и вкуснее ее. Потом ездили туда на каникулах, и в отпуск ездила. Бабушки уже потом не стало, но был мамин брат, у него семья уже появилась. Тетя потом, мамина сестра, тоже переехала сюда к нам жить, рассказывать. Потом еще папа у меня тоже из Орловской области, но от мамы надо было ехать туда дальше на поезде. Там тоже в деревне, там, вернее, даже село было. И потом, когда вот мы летом приезжали туда на каникулы, ну вот уже подросли сестры, и папина сестра возила нас туда. А там у них такой амбар был большой, и там вот в немецких касках давали этим, там курам какой-то корм насыпали, какие-то разные баночки были металлические, немецкие, ну, из-под их, не знаю, что там было, ну, какие-то суррогатные их продукты. И вот спать в избе было жарко, и мы спали там вот в этом амбаре, стелили солому, там что-то такое стелили, и там спали. А мне всегда было, особенно по ночам, мне было очень страшно. А вдруг вот война опять начнется? Я вот здесь, мы здесь, а мама с папой там, далеко, и вот мы не увидимся. Может быть, потому что вот навевали вот эти мысли, то, что кругом много было вот немецких вот этих, ну, как бы сказать, предметов их обихода тогдашнего. Но почему-то вот у мамы в деревне у меня такого чувства не было, а почему-то только здесь. Потом я долго-долго уже не была ни в одной, ни в другой деревне. Потом ездили туда, уже будучи взрослой, это у моей двоюродной сестренки, дочки маминого брата, было 55-летие, и мы ездили на юбилей. От деревни, конечно, ничего не осталось. Так еще там в одной избе жил, ну, мужчина какой-то. Кстати, еще подружка моя там жила, с которой вот мы дружили, вот, с военных времен, можно, если так выразиться. Вот, а так домов уже не было. Конечно, все та же была речка, но единственное, в моем детстве она была, ну, послевоенном, она была глубокой, потому что там стояли мельницы, ну, естественно, стояли запруды, и поэтому она была глубокой. А здесь камушки можно было пересчитать на дне. Прозрачные, светлые, все та же чистая вода. Конечно, ностальгия была и по саду, где мы, вот бабушкина изба, и там сад потом был, но это уже позже, это уже все было посажено после войны. Вот яблони спали тоже летом в саду, сколько раз яблоки уже
будили, шлепнет тебя по макушке ночью. Вот, все равно был такой еще случай. Это тоже я еще была небольшая и поехала, но, по-моему, уже училась в школе. И поехали мы опять туда к бабушке. А нет, наверное, даже еще не учились. Отвезла меня мама туда. А было это ранней весной. Вспомнила. Это было как раз, умерла бабушка в марте. А может быть даже. Нет, бабушки уже не было. Бабушки не было. Ну, в общем, еще не было ни травы, ничего такого еще не выросло. Была вот ранняя весна. А мы чего-то с ребятней носились по деревне. Есть захотелось, а домой не хотелось идти. Сейчас загонят домой, больше не пустят. А мне подружка вот эта моя Рая говорит: ой, Нин, я же знала, что ты приедешь, я морковку посадила. Какую морковку? Пойдем. Там, недалеко от бабушкиного дома, был какой-то ров глубокий выкопан. С какой целью его выкопали, не знаю. Там уже все поросло сиренью дикой, там и лопухи, в общем, что там только не росло. А это было весной, травы еще особенно не было. И мы с ней выкапывали какие-то корни. Корни эти были белые. Очищали их какой-то палочкой чем-то. Корни были белые и сладкие. Что это были за корни, не знаю. Нин, ешь, это я для тебя морковку растил. Я же знал, что ты приедешь. Мы наелись этой морковки. Потом, значит, пришли домой. Что со мной было, не знаю. Факт то, что мама и мамина сестра не могли меня вдвоем удержать. Была во мне такая дикая сила. Я куда-то на стенку все пыталась лезть. На следующее утро подружка, потом рассказывали, что с подружкой, когда началось вот это твориться, ее отпоили парным молоком, ее, естественно, желудок очистился, и с ней было все нормально. А вот со мной до утра все боролись. Да, вот. И вот потом, уже будучи взрослой, вот ездила я когда... Мы даже пытались вспоминать, какие мы корни ели, мы так до сих пор не знаем, что мы ели. Но какая-то вот дикая сила была после этих корней. Так много чего можно еще рассказывать. Это из детства. А здесь, потом вот уже здесь, когда жили, конечно, жили бедно после войны, когда приехали. Потому что друг за дружкой начали дети появляться. Мама еще пыталась работать. Ко дню ухода на пенсию она еще 15 лет стаж заработала трудовой. Ну, я не хочу сказать, что было голодно. Роскошных, конечно, мы каких-то там блюд особенных не ели. Но зато у нас, слава богу, всегда была корова. А с коровой дети голодными не бывают. Покупали не рис, не гречку, а в основном пшено, то есть самая дешевая крупа была. Всегда у нас была лапша, которую мама делала сама. Вот. И лапшу эту и молочную делали, варила мама. Или так как, поросята тоже были, телята были когда. То есть что-то от теленка возили продавать телятину в Москву. Потому что там, в то время тоже были богатые люди, жили. И они покупали, мясо дорого. А свинину, конечно, всегда оставляли себе. Естественно, были куры, и гуси, и утки. Все это в разной последовательности заводили. То гусей, то уток, даже индюки были одно время. Куры были всегда. Яйца, конечно, летом были свои. А так, без мяса мама просто на постном масле пережаривала лук, заправляла этим или лапшу, если она не молочная, или просто сделает тип такой зажарки, потом картошку почистит, сварит, сделает пюре на сковородку и
после затопа в русскую печку. А что ну туда? Или сметанки, это, молочка подольет, яичек там 2-3, в зависимости от количества этого пюре. Вытаскивали пюре, такое было вкусное, такое было душистое. И мы все вот с удовольствием это ели. Я говорю, что мы вот голода не испытывали. Мы не покупали ни колбасу, не говоря там уже про сыр. Это я уже стала покупать, когда сама пошла работать. Масло сливочное у нас появилось в большом объеме, можно сказать, в большом количестве, когда я пошла работать. Тогда уже я уже старалась покупать что-то такое повкуснее. Но потом уже позже 2 раза в месяц ездили в Москву. Это когда я уже работала. С аванса из получки ездили за продуктами туда. Потому что здесь у нас особенно купить было нечего. Ну, жили. Тогда основная масса населения все жили одинаково. Особенно не на что было нарядиться. Вот. Одеваться стала, когда уже сама стала работать. Научилась сама шить, поэтому платья какие-то, там сарафанчики. Это мама купит какой-то там материи, ситчику, и я сама себе шила. Машинка, благо, была. И то эту машинку они уже купили после войны, купили подержанную машинку, в Серпухов ездили. Она уже подержанная была, вот, а машинка, она и до сих пор работает, несмотря на то, что ей столько лет уже этой самой машинки много. До сих пор есть? А? До сих пор есть? Да. Она есть до сих пор, но там, правда, когда уже эти внучат стали подрастать, а я думаю, поставили ее уже, это раньше был такой вот, металлический каркас ставили, там она была, ножная машинка, вот. Вернее, она была ручная, потом сделали ножной, а потом вот на мебельном покупали вот эти тумбочки, там делали на экспорт вот эти швейные машинки, нам присылали, а тумбочки вот эти делали на мебельном комбинате, и там комплектовали, и за границу отсылали во многие страны. Только там приходилось обрабатывать специальным составом вот эти самые тумбочки, потому что во время пути, пока она доходила до каких-то там этих стран далеких, не европейских, естественно, там какая-то пролезала, как она туда упаковку, я даже не знаю, как назвать, мошка, не мошка или что, то есть они объедали весь этот лак, вот, которым были покрыты вот эти тумбочки. Вот. И это самое, вот ребятня, думаю, что-то они притихли. Они этот стол открывали, залезали, а машинка стояла, она вниз стояла этими всеми винтиками, болтиками. Ну, в общем, они пооткручивали. Вот, там, они там целостью можно собрать. Но машинка шила. Она даже, как бы сказать, какую-то пользу принесла нам, особенно потом. У папы была пенсия 120 рублей, но если еще год, можно было еще год поработать, вот, на какой-то работе там, и добавляли еще 12 рублей. То есть это, а 120 это считалось вообще верхом, а уж 132 тем более. И вот нам, в общем, была какая-то такая организация, в общем, они привозили лоскуты, и из этих лоскутов шили, их сшивали вместе, до определенного размера, и делали салфетки, для обтирки там механизмов каких-то, станков, то есть как ветошь шла. Вот, и вот мы поработали всем семейством на этих машинках, вот и заработали папе еще добавку к пенсии, вот эти 12 рублей. Стал он получать 132 рубля. По тем временам это, если, допустим, я в то время работала уже мастером, сменным мастером, у меня был оклад 75 рублей. Вот. А тогда пенсионеры
помогали и детям, и внукам, потому что пенсия это позволяла делать. Не то, что в наше время. Что еще рассказывать? Ну, ты выберешь там какие-то отдельные. Да, очень много историй интересных. М? Ну, давайте так, не знаю, пожелайте, не знаю, ученикам. А всем какие пожелания? Любите свою страну, любите свою отчизну. Она стоит этого. Где-то, может быть, за границей что-то и лучше, но все равно лучше нашей России нету. Так мы же за границей пожелания отправляем. А? Южноамериканским ученикам. Ага. Вон оно что. А я-то думала, это где-то что-то здесь. Но все равно любите свою страну. Изучайте историю, потому что это, во-первых, интересно. Во-вторых, знания никогда не бывают лишними. И нужно гордиться историей своей страны. А чтобы гордиться ею, то надо стремиться к миру между народами. И не допускать никаких агрессивных выпадов, никаких неприятных, необъективных суждений, никаких обвинений голословных. А это часто случается, когда люди не знают историю и услышат где-то что-то, и начинают это выдавать за действительное. В общем, всем счастья, всем мира и добра. Спасибо большое. Отлично получилось.